Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, если вы вдруг забыли. Да, неделька выдалась просто ужасная. Ну, помимо новостей, сами знаете каких, я еще и заболел ковидом. Сегодня у меня 5-й день болезни. Температуры уже нету, но сумасшедшая одышка. Каждые 20 метров я останавливаюсь и отдыхаю. Что и все о плохом, да о плохом, давайте поговорим о хорошем. Первая новость, сегодня 8 марта, и я поздравляю всех женщин с этим праздником. Желаю вам быть счастливыми, любимыми, ну и самое главное, побольше вам здоровья. И вторая хорошая новость. На территории России Google больше не будет показывать свою контекстную рекламу. Соответственно, как я понимаю, мы сможем смотреть YouTube без рекламы. Ну, и это, в принципе, хорошо. Какие же планы на сегодня? Как вы уже успели заметить, я привез евровагонку, которой буду обшивать свое второе помещение. Ну, а почему бы, собственно, и нет? Я что-то подумал, так и решил. Землянка разве не может быть красивой изнутри? Может. Поэтому обошью я ее евровагонкой. То есть задача на сегодня первая — это украсить стены второго помещения. И вторая задача — хорошо отдохнуть и отвлечься от всего происходящего. Вечером сегодня ко мне еще придет мой брат старший. Посидим, пообщаемся без камер, отдохнем, ну и вообще хорошо проведем время. Ну а вам желаю приятного просмотра. Решил я прибегнуть к такому лайфхаку. Из лыж сделал своеобразные сани. Убрал крепления, которые здесь стояли под ботинки, да, и поставил такие вот две деревяшки, два бруска прикрутил. И, соответственно, уже на этих лыжах, санях перевозил вагонку. То есть это у меня уже вторая ходка. Я в первую ходку привез 3 упаковки евровагонки, да, и во вторую ходку вот привез еще 2 упаковки и уже бензопилу. Ну, в принципе, решение, я так думаю, оптимальное на данный момент, потому что таскать вручную было бы намного сложнее. Хотя, конечно же, уже, как вы можете заметить, снег не такой рассыпчатый, как был ранее. У нас уже весна начинает наступать, скажем так, да, полностью в Самарской области. И то погода солнечная, все тает, то подмораживает. И, в общем, уже по снегу можно ходить комфортно и не проваливаясь. Ну, в принципе, у меня брат вообще сегодня без лыж придет, без снегоступов, без всего. Так, пойдемте посмотрим, что там с крышей вообще. Смотрите, и крыша тоже, видите, да, весь снег растаял и ушел в песок.
Буквально уже, наверное, пару недель, и уже вокруг самой землянки начнет весь снег таять. Вполне возможно, что сегодня, либо завтра попробую снег немного раскидать лопатой в разные стороны. Хотя, знаете, ничего, наверное, не будет, ничего не затопит там внутри в землянке, потому что тает постепенно. То есть, если резкое таяние произойдет снега, то, конечно же, да, 100% подтопит ее. А сейчас, смотрите, вот крыша уже, здесь снега нет, вся растаяла. И там, кстати, сухо в землянке, я уже заходил туда. Я думаю, все в порядке будет. Кстати говоря, я думал, что компас потерял. Оказывается, я его здесь просто оставил и забыл забрать. А то я что-то, пока вот болел дома, рюкзак перерыл свой, все вещи пересмотрел. Думаю, где компас? А он, оказывается, здесь лежит и ждет меня. Ладно, печку затопил, давайте уже приступать к работе, а то буквально через 2 часа уже брат придет, а я даже ничего не начинал делать сегодня. Самое главное, это было прибить первую доску по уровню, потому что все остальные уже пляшут от нее. То есть первая доска у меня выставлена по уровню, по вертикальному, и дальше уже пошел по накатанной. Если вы обратили внимание, у меня уже здесь есть отверстия. Я заранее их просверлил у себя в гараже, чтобы просто шуруповерт сюда не носить и не заниматься вот этой ерундой с перетаскиванием дополнительного груза. Здесь я до конца не буду зашивать, потому что тут у меня будет и вентиляция, и выход под трубу дымохода. Поэтому, ну вот, наверное, вот до сюда вот раз, да, 2 доски еще пущу, а потом уже доверху буду их делать. Да, всегда мы чему-то учимся. И для меня вот, ну, вагонкой обшивать сегодня первый раз такой опыт работы. В принципе, ничего сложного нет. Единственное, возникает проблема загнать в пазы одну доску к другой. Зашиваешь, когда и вот в паз попасть тяжело, потому что поверхность не совсем ровная стены.
Кстати, хотел бы дать небольшой совет, может быть, кому-то он покажется дурацким, но всегда отмеряйте полностью длину, требуемую вам. Ну, казалось бы, то есть, да, вот эти доски должны быть длиной 2 метра, но нет. Некоторые из них 1,99 м, некоторые 2 метра, некоторые 1,80 м, ой, некоторые 1,98 м. То есть плюс-минус там 1-2 сантиметра гуляет доска, длина доски туда-сюда. Если бы я, ну, допустим, вот мне надо 185 сантиметров, соответственно, если доска 2 метра, значит отсюда надо 15 сантиметров отрезать, да, отпиливать. Если бы я всегда отмерял маленькое вот это расстояние с другого конца, а не всю длину, то у меня бы, конечно, сейчас все доски гуляли бы вот так вот, потому что длина у них разная. Конечно, это, наверное, допустимо, когда длина вот так вот разнится, да, то есть то в одну сторону, то больше, то меньше. Но я это не совсем понимаю, как бы, ну, на мой взгляд, все должно быть унифицировано, тем более, если вы режете на станке, я не думаю, что там вручную стоят 5 человек и пилят вот эти доски. Наверняка там есть ЧПУ, станок, и, соответственно, это уже злой умысел скорее, нежели случайность. То, что разная длина у досок. Ну, а что, тут сантиметр, там сантиметр. И так вот наэкономить можно нормально. Несколько кубов. Какой кубов? Там несколько тонн леса можно сэкономить. Казалось бы, на уменьшении размера всего лишь на 1-2 сантиметра. Поэтому я не буду называть, что это за евровагонка и где она приобреталась. Плохую рекламу делать не будем. Нашел как раз бракованную дощечку, да, смотрите, даже и брак сюда запихнули, козлы. Что за люди, а? Ну вот ее как-то вот сюда вот и надо будет сейчас вогнать. И самое главное, опять-таки первую вертикаль выставить по уровню, первую доску вертикальную, чтобы потом у нас все ровненько шло. Брат пришел. Сейчас чай будем пить. Да, Андрюх, чай будем пить. Как раз у меня вторая стена, сейчас закончу ее и чайку попьем. Так, как я и хотел изначально, закрою здесь фольгой крышу, чтобы тепло отражалось и туда не уходило наружу, на улицу. Что у меня тут?
доска. Вот так вот. Отлично. О, Держи тогда так вот. да, беру. Блин, это все равно не до конца. А там сучок. А, там сучок, да. Так, нормально. Сейчас там наживлю. А она держится. А. У меня все нормально с этого края поправили. Там даже можно чуть опустить его. Самое главное, что теперь песок сюда уже никак не выдавит при всем желании. Ну да, уже. Щель-то нормально все. Не, ну можно поднять, уж начали, давай уж. Ну давай. Вот и брат помог. Да, а то как раз эти бревна, щель была же здесь вот такая огромная, и тент был натянут, то есть песок могло сюда выдавить потом со временем. Решили все-таки поправить. Более-менее так нормально. Самое главное, что теперь защищена стена. Песок уже никак тент не продает, ничего там не порвется, не лопнет, все нормально, в общем. Сейчас эту стену добиваю. И, наверное, на сегодня все. Что-то неохота работать. Время уже 6. Надо отдыхать. Покрепче Да, покрепче давай. или полегче? Ну, время еще рано, можно покрепче. Прикольная штука. Немножко осталось уже. Чуть-чуть эту стену добить и все бросать надо. Надо дрова на ночь заготовить, а то их что-то нету. Катастрофически мало. Замерзнем нафиг. Кстати говоря, ни разу печку вообще не топили березой, я не пробовал. Ну, в принципе, понятное дело, что у березы теплоотдача больше, соответственно, теплее будет, да? Ну, насколько я знаю, она, по-моему, прогорает быстрее. Ну, посмотрим, в общем.
Они так больше играть будут кругленькие. Залезть бросим. Да, конечно, залезет. Ты сейчас что-то. Да не надо, я думаю, пока нам хватит. Заходите, чё. Наконец теперь новая разделочная доска будет, а то та уже вся хлам грязная. Чё, пора ужинать? Сегодня купаты будут в печи. Ну, по сути, ничего сложного, все элементарно. На фольгу налить подсолнечного масла и просто там их запечь, зажарить. Но купаты будут поданы не обычно, а в хлебе. Сейчас увидите. Так, но прежде чем готовить, надо все-таки немного вещи разобрать, все раскидать, потому что мы сегодня вдвоем ночуем. И места уже маловато. Вот так. Все более-менее, да? Там ничего такого. Вот конфетку. Ну давай, да. Ну, кстати, здесь как раз еда. Так что зря, обратно его. Короче, решил я не готовить в печи, а прям так пожарим сейчас на фольге. Ну и фольга такая своеобразная сковорода будет. Так, принцип какой готовки? Сейчас у хлеба отрезаю верхушки, сердцевину достаю, мякиш. Соответственно, этот мякиш пойдет птицам в кормушку. Обжариваю купаты. И после того, как купаты уже прям поджарятся, сок в них будет такой горячий. Вот сюда я их выкладываю внутрь хлеба и накрываю крышечкой хлебной. Ну и, соответственно, сок из купат будет выделяться, растекаться по хлебу. И потом берешь купат один, начинаешь его есть, и хлебушек отламываешь, оттуда уже такой весь в соку, в жиру. В общем, будет вкусно. Ну, а пока купаты обжариваются, срезаем верхушку у хлеба и достаем оттуда мякиш. И оставляем минут на 5-10 эту прекрасную булочку с хлебом и с купатами. Ну а через 10 минут хлеб немного пропитается всем жиром, соком от купат. И можно будет с удовольствием есть. Еще попробуем, что там получилось.
Лечь надо будет. Нормально так перекусили, поужинали в 10:30. Сейчас будем как-то размещаться здесь. Ну и снизу, да, парочку. Ну да, сам вылезать туда-то потом. Да, прям впритык, но помещаемся мы вдвоем нормально. Утром с фингалом проснулся. Да, главное ногами не махать. Какой фингал будет под глазом. Ладно, спокойной ночи. Давай. С добрым утром. Ну ничего, так разместились мы вдвоем. Нормально. Не очень-то удобно было, скажем так, да, потому что каждый из нас по 2 метра ростом. Но нормально. Пойдет. Всю ночь жарко было, градусник, термометр 26 показывает, но я думаю, врет он. На улице гололед. Дождь шел. Сейчас пойдем, весело будет там. Главное на машине уехать вообще отсюда, потому что я машину внизу поставил. А заезжать надо будет в горку. А все льдом покрылось. Вот так вот, очень быстро подошли к концу эти сутки в землянке. Ну, удалось сделать, в принципе, достаточно за вчерашний день, учитывая и делая поправку на то, что пришел брат, начали общаться, и что-то как-то уже не до работы было потом. В следующий раз надо будет обязательно сделать дверь. Ну, а дверь я хочу сделать такую секретную, тайную. То есть установлю дверь и сверху буду закрывать ее ковриком, ковром. Ну, а я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока. Вот человек, а ты двигатель не завел, двигатель заведи. О, какой хорошенький. Кап или как он называется? О, здоровенный. Здесь вообще много в этом лесу их. Раздолье для тех, кто работает с деревом.
Ладно, пойдем домой. Всем пока.